Савадихап. Меня зовут Ростислав, и я рад вас приветствовать сегодня на моем YouTube-канале. Сегодня я бы хотел рассказать о 5 очень прикольных, скажем так, профессиях, которые сейчас очень популярны, и они могут помочь вам не только найти какое-то себе новое увлечение, но и если вы сейчас, например, релоцировались куда-нибудь, и у вас нет удаленной работы, вы думаете о том, чтобы найти какую-то удаленную профессию, вы можете попробовать, собственно, эти вакансии, эти профессии, потому что они действительно сейчас набирают активно обороты. Первая из которых – это видеомонтажеры. Видеомонтажеры сейчас очень популярны на всех почти биржах фриланса, огромное количество вакансий, огромное количество заданий для видеомонтажеров, потому что все сейчас переходят в онлайн, все создают свои какие-то блоги, все записывают рилсы, снимают тиктоки, и, естественно, это нужно кому-то монтировать. Для того, чтобы обучиться на видеомонтажера, в целом достаточно каких-то обычных YouTube-каналов, но можно еще попробовать купить какой-то курс. Например, мне очень понравился курс на ERS Академия, где, собственно, за относительно небольшие деньги можно пройти такой курс для начинающих и начать уже параллельно искать себе какие-то задания, да, на биржах фриланса и монтировать и еще раз монтировать, набираться опыта. Я сейчас, например, тоже ищу монтажеров для того, чтобы и мои ролики можно было монтировать, и для того, чтобы монтировали ролики, например, моих проектов, которые мы вместе с моим агентством развиваем, потому что мы сейчас активно выходим тоже в онлайн. Мы очень активно снимаем рилсы, делаем какие-то посты, тиктоки, видео для ютуба и так далее. Поэтому, конечно, мы сами не особо профессионалы в области монтажа, но это очень прикольно попробовать сделать это самому. И вот, например, я все свои ролики на своем YouTube-канале монтирую сам. Вторая профессия – это веб-дизайн. Визуал сейчас играет большую роль не только в видео, но и в виде какой-то графики. Графические дизайны, веб-дизайнеры, сейчас все пытаются компании выпускать свои приложения. Сейчас каждому второму нужен свой лендинг, кто-то открывает свои интернет-магазины, кто-то создает новые социальные сети. И этому всему, для того, чтобы это создать, нужны дизайнеры. Даже у меня зачастую бывает очень много заданий, которые я просто не успеваю обрабатывать, и поэтому я их передаю каким-то своим друзьям, дизайнерам, фрилансерам. Мы, собственно, работаем такой командой. Чтобы обучиться дизайну, точно так же можно в целом попробовать и бесплатно, но это достаточно сложно, потому что придется перекопать огромное количество видеоматериала, перекопать огромное количество статей. И на самом деле я бы здесь рекомендовал 2 пути. Первое – это пройти интенсив, как, например, мой интенсив по основам веб-дизайна, где вы сможете за достаточно маленькие деньги посмотреть, что это такое, ощутить уже в реальности, да, попробовать поделать что-то в программах, и сможете создать какие-то свои первые дизайны и разобраться вообще, а что такое веб-дизайн, куда здесь надо тыкать, а кто такие веб-дизайнеры и что вообще надо учитывать, создавая какие-то интерфейсы. И здесь вы сможете осознать вообще, подходит эта профессия вам или нет. К сожалению, я не нашел таких интенсивов у других каких-то школах или у других дизайнеров, у других там блогеров-дизайнеров. Они все почему-то хотят сразу продать вам курс за 100 тысяч, продать вам курс за 30 тысяч. Вот у меня, например, одна из моих учениц, она купила курс за 30 тысяч рублей у блогера, и в итоге она научилась там вообще ничему, потому что у нее не было ни обратной связи, у нее все задания были просто, ну вот я же вот так вот умею, и вот вы тоже так же сможете.
Вот, то есть там было без всяких объяснений. Короче, это была какая-то полная ерунда, поэтому если вы хотите попробовать себя в роли дизайнера, ссылка на наш интенсив будет обязательно в описании, и вы сможете попробовать. Стоимость всего лишь 999 рублей. У нас уже запускается второй поток со 2 апреля, поэтому я думаю, что вам будет очень полезно, если вы хотите попробовать какой-то новую какую-то профессию, новое увлечение. Также вы можете попробовать, если вы уже уверены, что вы хотите быть дизайнером, очень классные курсы от школы Contented. Школа Contented – это подразделение Skill Factory, если я не ошибаюсь. И это ребята, которые специализируются исключительно на дизайне, на графическом дизайне, на гейминг-дизайне, на веб-дизайне, там, дизайн приложений и так далее. То есть у них есть полноценный курс UX-UI дизайнер, который, например, я закончил. И есть также другие разные подразделения, потому что дизайнеров, которые работают с визуалами, огромное количество. И я имею в виду, что направлений огромное количество. И выбрать сразу, что ты хочешь, достаточно сложно. Поэтому можете или сначала попробовать что-то где-то, как-то, куда-то, или если вы уже точно определились, пожалуйста, Contented, ссылки все будут, естественно, в описании. Я обязательно размещу все ссылки на все курсы, о которых я сегодня говорю, прикреплю всевозможные полезные YouTube-каналы, чтобы вы, собственно, могли ознакомиться с ними и понять, подходит это вам или нет. Потому что вот во всех этих направлениях, да, видеомонтаж, дизайн и еще последующие, которые я буду рассказывать, они все действительно сейчас находятся в топе, и они очень востребованы. То есть у них очень хорошая заработная плата, если вы оформляетесь в какую-то компанию по этому направлению, да. Если вы работаете как фрилансер, то все исключительно зависит от вашего мастерства. То есть некоторые дизайнеры на фрилансе могут зарабатывать миллионы рублей в месяц. Я пока еще до такого мастерства, конечно, не дошел, но я иду на верном пути, скажем так. Третье направление – это копирайтинг. Копирайтинг вроде бы жив, а вроде бы нет. В связи с тем, что в последние месяцы все IT-гиганты начали штамповать вот эти свои GPT-тест-чаты. И на самом деле я, кстати, часто их использую. Я очень люблю там в них, например, составлять маркетинг-планы, писать какую-то статью, может быть, какой-то продавабельный пост попросить написать. Поэтому копирайтинг такая штука, которая нужна, и как бы и вроде бы здесь такая двоякая ситуация. Однако в любом случае заданий по-прежнему очень сильно много. И есть, например, очень прикольный курс от всем известной нетологии, где вы сможете обучиться копирайтингу и, собственно, начать зарабатывать, писать тексты, если вам нравится писать статьи. Потому что в любом случае машина может сделать все, но пока еще машина не может сделать какие-то настолько чувственный, скажем так, и настолько правильный текст, она не может дословно вас понять, что конкретно нужно вашей нише, что конкретно нужно этой нише, что конкретно нужно той нише. И все-таки копирайтеры, когда там пишут люди какие-то посты, сторисы, статьи, они все-таки изучают досконально своего клиента и уже на основании его целевой аудитории, на основании его потребностей выписывают то, что вот надо прям. Маркетплейсы, а точнее менеджеры маркетплейсы. Это был, есть и пока что остается бум. Все уходят на Wildberries, все уходят на Озон. Сейчас каждая уважающая себя компания должна быть представлена на каком-то маркетплейсе. Конечно, это прикольно с одной стороны, но с другой стороны, для того, чтобы управлять маркетплейсом, точнее своим магазином на маркетплейсе, в любом случае нужен менеджер. И очень многие, например, небольшие, скажем так, средние бизнесы, они нанимают фрилансеров, которые вот ведут какие-то магазины. Например, я вот там, не знаю, у меня там может быть 5 магазинов, с которыми я работаю, каждый из них мне платит там по 20 тысяч рублей в месяц. Я, собственно, зарабатываю 100 тысяч, прикольно, классно. Я размещаю их карточки, я там размещаю, не знаю, отвечаю на их отзывы, работаю, собственно, с самой платформой, потому что я знаю, как там запустить рекламу, как запустить это, как сделать то, как пятое, десятое.
И вакансий на маркетплейсов, на менеджеров маркетплейсов действительно очень много. Я не так давно открыл HeadHunter, проверить вообще, что там происходит с рынком труда, скажем так. И каково было мое удивление, когда я действительно обнаружил, что просто там тысячи, мне кажется, вакансий на менеджеров маркетплейсов. Причем как от агентств, которые полноценно занимаются, то есть у них куча своих менеджеров, и они вот, собственно, заключают договора с маленькими и средними бизнесами и работают с ними непосредственно. Так и в целом какие-то там магазины, компании, которые хотят быть представлены на маркетплейсах, они вот ищут каких-то менеджеров на полставки, на полную ставку, на там, фриланс и так далее. Если говорить про менеджера маркетплейса, то здесь, наверное, для меня показался самым интересным курсом это Яндекс Практикум. Все-таки мне нравится, как они делают эти курсы, как они все оформляют и как они преподносят информацию. Поэтому я думаю, вы можете попробовать. У меня на самом деле сейчас уже почти вечер, но у нас началась какая-то жара непонятная. Вот. И единственное место приятное, где можно иметь хороший свет, это оказалось напротив окна, но солнце резко вышло, поэтому я буду немножко щуриться. Уж извините меня, пожалуйста. Ну и последнее, это, наверное, YouTube. YouTube всему голова. YouTube это, мне кажется, платформа, которую не побьет ни один другой стартап. Хотя, кто знает, может быть, случится какой-нибудь второй TikTok, который быстро вырос, там, в считанные месяцы достиг показателей Instagram. И, собственно, даже сейчас уже его, по-моему, превзошел, а может быть и нет, я не помню точно. А YouTube, все блогеры, мы создаем контент, я создаю контент, и для того, чтобы мой контент был всегда в топе, для того, чтобы мой контент находился в хороших поисковых позициях, чтобы мой контент в целом смотрели, мне нужно создавать разные кликабельные заголовки, правильные теги, мета-теги, хорошее описание, хэштеги и так далее и тому подобное. И для этого как раз-таки вот этим и занимаются менеджеры YouTube-каналов. Я аналогично могу в целом нанять какого-то менеджера, который будет вместо меня размещать контент, который будет вместо меня писать все эти названия, который будет вместо меня оформлять все, отвечать, может быть, даже где-то на комментарии, а я в целом буду отвечать, как бы, например, там, на создание, монтаж, то есть на другие какие-то бизнес-процессы. Мне не надо будет отвлекаться на вот это. И здесь, наверное, я не посоветую ни один курс, потому что я не нашел прикольных курсов по именно менеджеру YouTube-канала. Ну, за исключением, наверное, курсов от Марины Могилко. Но у нее они идут потоками. То есть она, по-моему, раз в год или раз в полгода, что ли, запускает поток, и можно вот там обучиться. Но мне понравились некоторые каналы. То есть для того, чтобы быть хорошим менеджером YouTube-канала, тебе нужно быть хорошим блогером, наверное, не знаю. То есть важно понимать, как ведут себя блогеры, как ведет себя платформа. Поэтому здесь, наверное, я оставлю в описании некоторые каналы, YouTube-каналы от других блогеров, которые занимаются точно такими же своими каналами, да, и они рассказывают про как раз-таки сам YouTube. И первое, это самый официальный канал, это YouTube Creators, это YouTube-канал, где непосредственно сама компания рассказывает о каких-то нововведениях, о том, как увеличивать свои просмотры, как увеличивать свои лайки. И это очень полезная информация для всех, потому что компания YouTube сама заинтересована в том, чтобы ваши каналы развивались, чтобы вас смотрело больше, больше, больше и дольше, что самое главное. Потому что YouTube показывает на ваших видео рекламу, к нему приходят рекламодатели, отдают свои денежки и говорят: вот мои денежки, а вы давайте нам показывайте кому-нибудь рекламу. И, соответственно, как бы, YouTube больше зарабатывает, если вы больше зарабатываете. Логично. Поэтому YouTube всегда раскрывает какие-то свои секреты, алгоритмы, показывает, что как где работает и вообще всякое такое. Друзья мои, спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что вам понравилось такое видео и вообще видео про то, как можно зарабатывать, про разные источники дохода.
Я буду дальше продолжать делиться, рассказывать и про Таиланд, и про свои проекты, и про всевозможные варианты доходов. Сейчас, к сожалению, у меня огромное количество всякого надо переделывать, поэтому не получается так часто выходить. Прошу прощения. Не забывайте подписываться на меня в Телеграме, в Инстаграме и вообще везде, где только можно. Все ссылки обязательно я оставлю в описании, ссылки на YouTube-каналы в том числе. И хорошего вам дня, прекрасного вам настроения. Спасибо. Пока.